Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Евгений Мураев на связи прямо сейчас. Евгений Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Начать наш разговор я предлагаю с поездки Зеленского в Германию. Там министры обороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, опять ПВО, снаряды, в общем, достаточно успешный визит, хорошая атмосфера, радостный Зеленский. Федоров подписал, это, по-моему, первый его подписанный, ну, вот в двустороннем порядке с какой-то из страной, вот очередной документ об обороне. Но примечательно, что в момент обсуждения, ну или там ответа на вопросы журналистов, Мерц делает заявление, что мужчин призывного возраста из Германии будут работать над тем, чтобы их возвращать в Украину, потому что они должны помогать своей стране. Вообще об этом давно судачат, что, в общем-то, мужчины, которые могли бы повоевать, почему бы им не повоевать в Украине. Ну а теперь на фоне подписанного договора о взаимодействии и сотрудничестве выглядит абсолютно по-другому эта история. Скажем так, Мерц, гнет свою линию. Чем это обернется для сотен тысяч уехавших мужчин, ну и их семей, миллионов украинцев, которые за пределами в так называемых цивилизованных странах? Саш, мы даже с вами обсуждали, что все наши граждане, которые находятся на территории Европейского Союза, это отложенный резерв, да, что когда начнутся сложности с мобилизацией мужчин в Украине, скорее всего, европейские государства присоединятся к этой инициативе, и тех, кто не ассимилировал, не нашел работу, не приносит дельта К в бюджет тех стран, где они находятся, так или иначе будут высылаться в Украину, где на границе им будут выдавать оружие и отправлять, естественно, в окопы. Это было очевидно давно, это было совершенно понятно, и когда наши граждане чувствовали себя в относительной безопасности, да, и когда снизили, вернее, разрешили нашим молодым людям, да, от 18 до 25, до 23 покидать территорию Украины, им казалось, что это какое-то спасение, хотя было очевидно, что всегда найдутся инструменты и механизмы, как их вернуть назад в Украину в случае необходимости. А учитывая, что Германия и весь Европейский Союз, который ориентируется на глобалистов, является их конструкцией, являются выгодополучателем этой войны, да, и, скорее всего, используют Украину как буфер и как отсрочку для конфронтации, если она будет в интересах глобальных структур и глобалистской повестки, это всего лишь момент времени. Поэтому то, что сегодня Зеленский получил это подтверждение, лишний раз говорит о том, что он надеется получить деньги, и, соответственно, существуют определенные проблемы и сложности в получении необходимого количества мобилизационных резервов. Поэтому я думаю, что Европа будет к этому присоединяться, безусловно. Опять-таки тоже, Саша, они будут подходить к этому частично. Те, кто приносят пользу, тех, кто зарабатывает деньги, тех, кто пополняет бюджет Европейского Союза, они будут относиться ко второй очереди, а тех, кто тратит деньги, или тех, кто, не дай бог, является иждивенцем на бюджете, да, граждан европейских стран, входящих в Европейский Союз, вот тех будут отправлять воевать. О деньгах. Представители Еврокомиссии сообщили, что на второе полугодие вот эти 90 миллиардов начнут какие-то транши выплачивать. Это напрямую связано было с позицией Венгрии. Не только, правда, Венгрии, но в Венгрии это прям был такой момент, такой нарежный камень, да, то есть там, который, ну вот краеугольный камень, через который вроде как после выборов переступили. Вчера очень многие радовались тому, что Мадьяр победил, о том, что вот, он не будет блокировать. Нет, скидываться не хочет он на Украину, но блокировать кредит, конечно, он не будет. И, в общем-то, деньгами запахло со стороны Европейского Союза, и вот Зеленский в Германии. Как вы оцениваете произошедшее, особенно после того, как вышел Мадьяр и сделал свои первые заявления, не пребывая еще на позиции премьера, но все понимают, что он будет премьером в Венгрии, а там как-то совершенно все
наоборот. И как бы такой Орбан только моложе просыпается и по поводу языка венгерского на Закарпатье, и по поводу нефти, о том, что будут говорить с Россией, чтобы ее качать и ее покупать. Ну и по поводу, конечно же, поддержки Украины и ее членства в Евросоюзе. Говорит, нет, пускай все по правилам, а если нет, то мы тогда референдум проведем, а венгры как-то будут, наверное, против, чтобы Украина вступала в таком состоянии в Европейский Союз. А, Пирова победа Зеленского политическая получилась в Венгрии. Саш, я бы на самом деле вообще Зеленского не относил к какой-то из стороне, да, победившей или проигравшей. Понятно, что Украина сильно зависит от тех решений, которые будут приниматься в Евросоюзе, от блокировки кредита, от выделения помощи, да, военных систем вооружения и так далее. Но, мне кажется, тут сражение было и покрупнее, да, знаете, как в той поговорке, видали мы лилипутов и покрупнее Зеленского, но здесь, конечно, было сражение глобалистов, было сражение, да, основной опоры Трампа в Евросоюзе с Виктором Орбаном, да, с партией Фидес. И, судя по всему, как все сейчас говорят, победу одержал Сорос или глобалисты, сейчас это не важно, да, но победили ли они или произошел мягкий транзит власти, да, мы узнаем в ближайшие 2 недели. Почему я об этом говорю? Во-первых, меня в первую очередь смутило то, что Орбан совершенно не боролся за победу, а во-вторых, разгромный счет. Обычно партия власти с таким счетом выборы не проигрывает. Да? У него достаточно всегда административных механизмов, ресурсов для того, чтобы, скажем так, поражение было не столь очевидным. А во-вторых, я хочу напомнить, что Мадьяр был членом Фидеса достаточно долгое время. Его супруга входила в кабинет министров Виктора Орбана и была одним из его министров. Поэтому ответить, что на самом деле произошло, мы сможем только через пару недель. Но уже первые заявления Мадьяра говорят о том, что легкой прогулки не будет, да, и Венгрия все равно будет занимать обособленную позицию, и это в менталитете венгров. И заявления Мадьяра как раз ставят под вопрос вот всеобщее ликование в Украине. Но однозначно это поражение Трампа, однозначно России теперь будет гораздо сложнее, поскольку, как бы там ни говорили, дружественная, недружественная страна, дружественные или недружественные, да, руководители этих стран, так или иначе, они блокировали многие санкции. Они, конечно, не блокировали их на 100%, да, но так или иначе они давали время адаптироваться. Орбан, понятно, в интересах Венгрии выторговывал себе, причем с 2 рук, и от Российской Федерации, и от Европейского Союза. Ну и, естественно, он полагался на помощь Трампа. Но учитывая падение всеобщего доверия, да, и отношения к действиям Соединенных Штатов, как раз вмешательство Трампа в этот процесс, мне кажется, и сыграли очень злую шутку для избирательной кампании Виктора Орбана. Давайте через это проанализируем два момента. Вот, во-первых, какой будет Венгрия, чего от нее ждать, да, какой соседкой для Украины, что будет дальше. А второй же, вот многие, даже Кулеба рассказывал, раскладывал, я помню недавно, говорит, вот это выборы, это принципиальный момент для Трампа, какой будет Европа. У Трампа на самом деле очень много сейчас трещин с Европейским Союзом и странами, и вообще в принципе с надстройкой Европейского Союза, Еврокомиссией. Выходит Кая Каллас, говорит, ой, а мы не понимаем, что он в Армузе делает, вообще не понимаем, что это за блокада, что к чему. Выходит Мелани, говорит, а что-то он так как-то вот нарычал на нашего папу Льва. Да, там же прям пикировка такая, причем на таком большом уровне, где Папа Римский сказал, я буду мудрее, я отступлю. Ну, Мелани выходит, а Мелани вроде как должна была быть и всегда являлась, прям сторонницей Трампа. А здесь, видите, черная кошка Папы Римского пробежала. Понятно, Мерц, с британцами вообще непонятные отношения, хотя они не члены ЕС, но тем не менее. Ожидают визит короля в конце месяца. Ну, тут в общем, какие планы у Америки разрушились на европейское будущее? Кажется, вот этот правый поворот, который связывали с Трампом, ну так было принято говорить, отменяется. Все, теперь Европа полностью под глобалистами и друзьями демократов. А это серьезная потеря геополитическая для Дональда Федоровича.
Конечно, я так не считаю. Во-первых, Европа – это и был проект глобалистов, да, и мы с вами обсуждали и Европейский Союз, и НАТО. Это как раз был проект, который зарождался при формировании двуполярного мирового порядка, и сейчас они себе изживают. И на самом деле Соединенные Штаты, несмотря на потерю, вернее, давайте все равно мы должны с вами делить, да, политические элиты, государства и народы. Вот Дональд Трамп, его администрация, да, его элиты, которые поддерживают тот курс, который он выбрал, для них потеря Орбана играет определенное значение, но на тактическом уровне, а не на уровне стратегии, поскольку Виктор Орбан мог блокировать какие-то локальные решения, но развернуть курс Европейского Союза он, безусловно, был не в состоянии. А вот энергетический кризис, который вызовет за собой и экономический кризис, да, и вполне возможно внутриполитические потрясения, которые, безусловно, захлестнут Европейский Союз в ближайшее время, могут изменить в корне и политику, и ситуацию, и систему управления в самом Союзе. И поэтому, обратите внимание, сразу после поражения Орбана Трамп объявил о блокаде Ормуза, да, что он будет тоже блокировать абсолютно все суда, которые выходят из Ормузского пролива, из Ирана или в сторону Ирана. Что, естественно, сразу же оказало влияние на котировки нефти. Естественно, ударит по экономике Европейского Союза в первую очередь. А это, естественно, может повлиять и на его политику, в том числе и на выделение денег для продолжения войны в Украине, на политику, которую будут проводить все европейские государства в канун, на самом деле, предстоящих выборов и в Германии, и во Франции. То есть это на самом деле вот тот механизм, который может действительно изменить облик Европы, да, ее ориентиры и вообще поставить под вопрос существование и НАТО, и Европейского Союза в целом. Поэтому Трамп продолжает действовать в рамках своей стратегии. Вот мы с вами, да, анализируем на самом деле тактические изменения. А они не могут поменять стратегию, да, они могут изменить ее имплементацию, но не больше. То есть я считаю, что путь выбран, да, Трамп настроен на в первую очередь отрыв Российской Федерации от Китая, возможно, на интеграцию его с Европейским Союзом, то, что мы с вами обсуждали, формирование глобального севера. И несмотря на то, что старая бюрократия, несмотря на то, что глобалисты этому сопротивляются, это же все равно игра взаимная. Да? Результат мы увидим ближе к концу года. И, безусловно, события на Ближнем Востоке здесь будут играть главенствующую роль. Евгений, ну, давайте посмотрим на положение дел на Ближнем Востоке у Трампа. Значит, Венс, хоть и заявляет сегодня о том, что переговоры успешные, и они там договариваются, чтобы Иран отдал свои разработки обогащенные на... Разница есть, конечно, в том, что пишут определенный процент, там, до 60, кто-то говорит, процентов уран, чтобы Иран стал нормальной страной, говорит Линдси Грэм, и, в общем, и Венс говорит, мы будем с ними сотрудничать, взаимодействовать, и все будет хорошо. Но по большому-то счету он провалил эти переговоры, которые были на выходных. И сейчас опять это все обрастает какой-то такой хорошей миной при достаточно посредственной игре. Иран стоит на своем, и у Ирана получается. Блокады Ормуза как таковой, да, о которой вы говорили, ее, ну, она вроде как есть, но ее как бы и нет, потому что китайское судно раз и прошло через кордоны американские. То есть мы понимаем, что, в общем-то, не шибко это все работает по отношению к Ирану. К Ирану, по крайней мере, на данный момент каких-то конфронтаций или столкновений сейчас не зафиксировано на момент нашего разговора, но к ним подводят. Или это все ширма для того, чтобы нанести какой-то там новый удар по Ирану, какой-то то ли с наземной операцией, то ли без нее, и тогда все станет на свои места. Или это ведь просто, скажем так, ужасное положение у гегемона, у Трампа, у Венса и у всех тех американцев, которые вот сейчас пытаются навести порядок вокруг пролива. Вот смотрите, вы вопрос опять формируете с точки зрения тактики. Мы же понимаем, что удар по Ирану, в первую очередь, это было решение израильского вопроса, его провокация и одновременно попытка решить вопрос с поставками нефти в Китай.
для Соединенных Штатов, да, потому что эти события, это уже как бы вторая итерация после событий в Венесуэле, где под контроль были взяты месторождения, была взята новая власть, и, по сути, тяжелая нефть Венесуэлы сейчас может разрабатываться и добываться в интересах Соединенных Штатов Америки, да, что, естественно, ударит по поставкам КНР. На сегодняшний день попытка решить вопрос в Ормузе, да, это попытка ликвидировать второго или взять под контроль второго главного поставщика нефти в Китае, соответственно, вести с ним переговоры уже с позиции силы. Я напомню, что предыдущая встреча в Пусане между КНР и Соединенными Штатами Америки закончилась тем, что Трамп дал назад, да, и он, по сути, отменил пошлины, и Си пошел ему навстречу, приостановил ограничения поставок редкоземельных металлов в Соединенные Штаты Америки. Они, напомню, на сегодняшний день являются определяющими в военно-промышленном комплексе и в создании высокотехнологической продукции. Поэтому на сегодняшний день попытка решить вопрос в регионе Ближнего Востока со стороны Соединенных Штатов – это в первую очередь удар по Китаю и попытка ограничить его развитие и получить переговорную позицию накануне встречи Си Цзиньпиня и Дональда Трампа в середине мая. Да, эта встреча уже неоднократно переносилась, но все ожидают ее где-то в середине мая, если, я думаю, кризис ближневосточный будет разрешен. Касательно того, что нет блокады, Саш, дьявол в мелочах, как всегда. Да? Трамп запретил поставки и движения, да, сухогрузов, танкеров и так далее в Иран и из Ирана. Китайское судно, которое, как вы говорите, прорвало блокаду, загружалось в Объединенных Арабских Эмиратах, и поэтому под ультиматум Трампа формально не попадает. Но в любом случае, еще раз говорю, обратите внимание на котировки. На котировки в первую очередь углеводородов. Да, подорожала нефть марки «Уралс». Это нефть, которая продается Россией, поскольку это единственный сейчас прогнозируемый и надежный поставщик для мирового рынка. Да? И если мы посмотрим на объемы экспорта, то они за последний месяц значительно выросли. Что касательно Ближнего Востока, Трамп, безусловно, ввязался в авантюру, но еще раз хочу сказать, не по своей вине. AIPAC – это структура, которая финансирует, да, одновременно и республиканскую, и демократическую партию. Это очень серьезное еврейское лобби Соединенных Штатов Америки. И Трамп неоднократно, конечно же, и всем видом, и решением показывал, что он на него ориентируется. Поэтому в момент, когда Соединенные Штаты и Иран вели переговоры, был, помните, в субботу, в шаббат нанесен удар как раз в первую очередь израильскими ВВС, и, соответственно, Штаты получились искусственно втянутыми в этот конфликт. Он Трампу был невыгоден, но он и не мог поддержать Израиль. Так вот, на сегодняшний день, конечно же, выйти из этого конфликта ему в первую очередь мешает Китай. Несмотря, не будем умалять стойкость иранцев, это сильная нация, это в прошлом империя, это крупнейшее государство, 93 миллиона, да, это люди весьма религиозные, которые воспринимают и США, и Израиль как экзистенциальную угрозу, поэтому они сплотились, и там очень дух на высоком уровне, но без поддержки извне, без поддержки КНР, без поддержки Российской Федерации, конечно, бы они долго не выдержали. Плюс, если вы сейчас посмотрите объем товарооборота Ирана и Китая вырос на 38%, понятно, что через все возможные страны Китай оказывает эту помощь, и для него это тоже жизненно важно, поскольку если Соединенные Штаты возьмут Ормуз под собственный контроль, они, по сути, будут контролировать импорт углеводородов, большую его часть. Китай, соответственно, будут контролировать часть промышленности и, значит, экономики. То есть так или иначе смогут влиять через экономические процессы на внутриполитическую ситуацию в Китае, что Китай, естественно, хотел бы пресечь и пресекает руками Ирана, помогая ему всячески, не отсвечивая при этом на внешнеполитической арене. Да, и обратите внимание, его никто в этом не обвиняет. Да. Но я думаю, что Соединенные Штаты прекрасно понимают и ведут переговоры именно с ним. Поэтому
новой информации о возобновлении переговоров между США и Ираном в Пакистане в ближайшее время, а Пакистан – это тоже страна, которая в большей своей части ориентируется на Китай, тому доказательство. Поэтому мы должны наблюдать за этими процессами и анализировать их с точки зрения вот трансформации новой архитектуры мировой безопасности, передела сфер влияния, да, и формирования многополярного мира, что Соединенные Штаты, с одной стороны, в лице Трампа поддерживали, а с другой стороны, хотели, конечно же, получить для себя более выгодную переговорную позицию в соответствии с ментальными особенностями, да, бизнесмена Трампа. Поэтому я думаю, что эти события, они, конечно, как были и ожидаемыми, так и стали провокационными, да, и таким испытанием на прочность в рамках этих договоренностей в треугольнике Москва, Вашингтон, Пекин. И они, конечно же, немножко ослабляют позиции Соединенных Штатов ввиду того, что они просто недооценили события. И соглашусь с вашими словами, когда вы перечисляли, да, в том числе и цитаты европейских политиков и речь Папы Римского, да, это от вседозволенности, от уверенности в собственных силах, да, и всемогуществе, в общем-то, сыграли злую шутку с Соединенными Штатами. Я думаю, что Китай к этому давно готовился, я вам больше скажу, да, я абсолютно уверен, что Китай готовится к конфронтации с Южной Кореей и с Японией, и тоже понимает, что это следующий этап противостояния перед тем, как будет возможное противостояние с Соединенными Штатами. Но как бы Соединенные Штаты не делали вид, что они соглашаются, да, и уходят в новую стратегию, да, ну, мы помним с вами новую стратегию национальной безопасности, да, ориентацию на западное полушарие, да, на выход из Европейского Союза. Но еще раз, элита Соединенных Штатов неоднородны, Трамп не всемогущ. Есть совершенно разные вектора силы, которые управляют национальной политикой, да, и тянут ее в разные стороны. И, конечно, глобалисты хотят сохранить предыдущую версию миропорядка, но которая, на мой взгляд, себя изжила, и часть элит Соединенных Штатов это тоже понимают и, соответственно, действуют вот в рамках тех договоренностей, которые были в Анкоридже и в Пусане. Я еще раз говорю, да, это, наверное, был бы самый бескромный, самый благоприятный вариант для жителей планеты Земля, да, потому что это могло бы не допустить глобальных противостояний, но учитывая то, что глобалисты сдаваться не собираются, да, учитывая то, что произошло в Венгрии, а я вам хочу напомнить, да, что и на самом деле и Зеленский, и Порошенко приходили, ну вот есть некоторая похожесть, да, в этих событиях, и даже в процентном соотношении, да, победы, и в ориентации всех структур глобалистов, да, в ориентации всех фондов, да, демократической партии, которые участвовали, да, в процессах на Украине, соответственно, в Венгрии, мы понимаем, да, что вот сейчас в ближайшие 2-3 недели станет понятно, в какую сторону это все развернется, да, кем на самом деле окажется Мадьяр, да, инструментом глобальных игроков или все-таки инструментом, да, мягкого транзита власти от Орбана, который, еще раз говорю, меня смутило одно, да, его полная пассивность, его полное смирение с результатами, нежелание как-то это говорит, он получит достаточные гарантии собственной безопасности и мягко передал власть. То есть мы накануне очень интересных событий. Значит, меня интересует по поводу этого кануна заявление Эрдогана о том, что чё б не повоевать с Израилем, или как, мы должны быть готовы, чтобы с ним повоевать, заходили в Карабах, заходили там, ну, в общем, и в Израиль тоже вполне себе зайдем. Вообще-то, конечно, очень интересная конфигурация. Тут вольно-невольно вспоминаешь Кента, да, который говорит, что вполне себе США могут уйти из НАТО, потому что Турция, страна НАТО, будет воевать с союзником США Израилем, и это, мол, как бы неизбежно, это прописано в плане. Вот такой резкий поворот и черный лебедь на фоне продолжающегося противостояния США-Израиль
против Ирана, да, там Китай за ширмой, и, в общем, ну, это абсолютно ломает всю конфигурацию, прежде всего, для Запада. Есть ли вероятность такого развития событий, и что вы об этом думаете? Саш, ну Эрдоган давно известен своей непримиримой политикой к Израилю, да, и выражениями, но на самом деле еще ни разу не сорвался и не помог никому ни в секторе Газа, ни Ирану в данный момент, что казалось бы логичным. Надо не забывать, что Турция в регионе играет свою игру. Турция сыграла определенную роль в сирийском кейсе, да. Пантуркизм – это буквально национальная идея. Он делает сейчас большой формат встреч, в том числе и в Центральной Азии. Они создают огромное количество ассоциаций. У них есть транснациональные проекты, в первую очередь логистические. Поэтому Турция однозначно игрок. Но я напомню, что Турция, да, стоит на пороге Евросоюза уже ближайшие, ну, вернее, последние 50 лет и является членом НАТО. Но в моей парадигме мира, я еще раз говорю, Соединенные Штаты, НАТО – это вообще атовизм. НАТО формировался как военный блок, созданный с целью противодействия Советскому Союзу. На сегодняшний день такого потенциала у Российской Федерации, безусловно, уже нет, и вызовы совершенно находятся в другой части полушария. Да? То есть на сегодняшний день в южном полушарии, наверное, больше стратегических противников у Соединенных Штатов, что они, в общем-то, и определили в своей стратегии национальной безопасности. Это, безусловно, и вызов для Европейского Союза, учитывая, да, технологический прорыв, который осуществил Китай, и учитывая промышленную экспансию, которую он осуществляет на все рынки, да, буквально поставив под сомнение и автопром Европейского Союза, который являлся достаточно весомой, удельной частью валового внутреннего продукта, который производился, да, в Европейском Союзе. Поэтому я думаю, что сейчас стратегические вызовы другие, и будут формироваться совершенно новые союзы. Еще раз буду, наверное, повторяться, но возвращаться к тому, что для Соединенных Штатов выгодно объединение России и Европейского Союза в большую Европу как центра противодействия Китаю. Да? Для Российской Федерации и части ее элит, которая считает Китай тоже недружественным государством, которое покупает нефть с большим дисконтом, которое торгует военными технологиями и с нашими, и с вашими, имеется в виду, продает и в Украину, и Российской Федерации, и, по сути, ну, ведет неизбирательную, да, в военной ситуации торговую политику, которая на самом деле лишний раз подчеркивает, что КНР исключительно руководствуется собственными интересами, да, это их ментальные, традиционные, национальные особенности, не лезут во внутренние дела других государств, но зарабатывают на всех. Почему я, в общем-то, говорил, что Китай для Украины как стратегический партнер, в отличие от МВФ, Соединенных Штатов и европейских государств, да, является приоритетным партнером, поскольку никогда не выдвигает политических требований в обмен на финансирование, да, или там инвестиции, или какие-то совместные проекты. Их интересует исключительно прибыль, их интересует собственное государство. Внутри собственных границ Китая сильно разные, да, вы знаете, что порядка 30 диалектов, огромное количество провинций, да, и некоторые провинции друг друга до конца не понимают, но тем не менее существует в рамках одного государства уже не одно тысячелетие, и это позволяет, да, им сохранять и быть империей, и буквально развиваться у всех на глаза, а теперь претендовать еще и на мировое лидерство, что не устраивает Соединенные Штаты. Поэтому Турция, естественно, да, в своем регионе, еще раз повторю, да, вот в регионе Центральной Азии это особо ощущается. Я часто бываю в Таджикистане, в Узбекистане, Казахстане, да, присутствие турецких интересов и попытка объединить и создать пантурецкое, да, государство новое или союз объединения с целью влияния не только в регионе, но и в мире налицо. Поэтому сейчас, учитывая усиление Ирана, оно неизбежно произойдет, если Соединенные Штаты потерпят поражение, и тогда, естественно, если Иран будет контролировать Ормуз, он сможет влиять и на монархии залива, да, и, соответственно,
диктовать определенные политические какие-то, ну, стать застрельщиком новых политических процессов. Ведь если посмотреть, да, на то, во что может превратиться мир, как он будет глобализироваться в рамках определенных цивилизаций, ну, арабский мир тоже имеет место быть, несмотря на все противоречия между суннитами, шиитами. И Турция тут тоже видит себя игроком. Поэтому сидеть молча, наблюдать за этими процессами, она просто, ну, теряет приоритетность, да, и попытку влияния в данном регионе. Может ли, вот если вернуться к вашему вопросу, произойти прямое противостояние Турции и Израиля, я пока не вижу. Для меня пока это, знаете, больше риторическая пикировка, поскольку, ну, во-первых, сейчас экономика Турции переживает очень нелегкое время. Вы знаете, что были реализованы огромные золотовалютные резервы, причем те, которые были сформированы именно в золоте для поддержания лиры. То есть там сейчас идет гиперинфляционные процессы, обесценивание национальной валюты, что, естественно, может негативно повлиять и на внутриполитическую ситуацию. Плюс Эрдоган везде на многие мероприятия начал брать своего сына, да, что говорит о том, что он готовится к каким-то определенным процессам. Ну, смотрите, многие комментаторы напишут и пишут, что если у тебя слабая валюта и есть какие-то проблемы, то какая-нибудь война — это прям хорошее оправдание. Поэтому многие же считали эту модель поведения. Саш, Израиль – это ядерная держава. Вот я еще раз говорю, у нас только один нашелся умник, да, Владимир Александрович Зеленский, который решил пойти на поводу у глобалистов и бросить вызов ядерной стране. Да, война сейчас происходит конвенциональным способом, с помощью конвенциональных методов решения военных стратегических задач, достижения их. Да? Но мы же прекрасно понимаем, в любой момент, когда Россия почувствует экзистенциальную угрозу своему существованию, она может применить весь свой ядерный потенциал, что мгновенно закончит войну, в общем-то, как и перспективы Владимира Александровича и всех украинцев. Может поставить точку. То же самое и с Израилем. Давайте откровенно. У них небольшой ядерный потенциал, но Турции хватит. И не факт, что Турция сможет перехватить все ядерные боеголовки. Поэтому еще раз говорю, как бы война идет по расписанию, да, а маневры маневрами. Вот сейчас это политические маневры, это политическая позиция, это, наверное, попытка как-то повлиять на процессы дипломатическим путем, да, при помощи каких-то заявлений. Вот сегодня Зеленский, да, подписал закон, который у него 4 года лежал, за наказание за антисемитизм. Вот, конечно, евреи великие люди, обратите внимание, да, мы все помним Холокост, потому что погибло во время Второй мировой 6 миллионов евреев, да, то, что погибло 8 миллионов украинцев, не особо кто-то помнит, да, но вот у нас геноцид евреев есть, а геноцид славян как-то отсутствует. И вот Зеленский сейчас, да, буквально продолжая геноцид славянского народа, участвуя в невыгодной нашей войне, нам в войне, в первую очередь, Украине, да, подписывает документ, который будет наказывать всех. Друзья, мир делится, мир трещит буквально по швам, да, у всех есть собственные инструменты, да, Израиль это, я не могу сказать, что инструмент, это безусловно игрок, но так или иначе это анклав Соединенных Штатов на территории Ближнего Востока, который вооружен до зубов, и за который Соединенные Штаты, естественно, впрягаются в огромную конфронтацию с туманными политическими перспективами до Трампа, но у него все равно нет другого выхода, и поверьте, если нужно будет, они сотрут с лица земли и вступят в конфликты с Турцией в том числе. И Эрдоган это понимает, поэтому это не больше, чем простые заявления. Сейчас очень интересные процессы проходят, они как-то так в полутайне, в полу каком-то неведении, но, в общем, проходят контакты между Россией и США. Несколько дней назад Лавров говорит, что у нас есть контакты, кулуарно, мы занимаемся. И Песков выступает уже в который раз в роли, ну, такого, ну, как, в общем, он оправдывает. Вот ему постоянно приходят журналисты с вопросом, а вот поехал в США Дмитриев. Он говорит, он не по вопросу Украины, отстаньте. А вот сейчас в Абу-Даби встреча, и Дмитриев в Абу-Даби. А чего так вдруг? Говорит, это не по Украине, это вот между США и Россией.
Так, а что по Украине? Как вырисовывается хоть какой-то вариант, хоть каких-то возможных, я не буду говорить компромиссов, ну хотя бы каких-то контактов и сближений диаметрально разных точек, скажем так, противостояния на фоне вот таких встреч и вот такого разговора, да, США и Америки? Очень интересно выглядит Буданов на этом счете. Что думаете по поводу его последних заявлений, которые вразрез идут с Зеленским? Он Блумбергу так и говорит: я генерал, я герой Украины, если я в чем-то уверен, могу спорить с кем угодно, и с Зеленским я тоже спорю. Как бы говорит о том, что это его личная инициатива, да, вот выдавать вот эту череду абсолютно идущих вразрез украинской пропаганды вещей. Это как-то связано с духом Анкориджа и перемещениями Дмитриева? Вот такое сегодняшнее поведение Кирилла Буданова. Саш, смотрите, я бы вообще не преувеличивал, как бы так сказать. Смотрите, ситуация по Украине для Соединенных Штатов и России ясна как белый день. То есть я абсолютно уверен, что достигнуты абсолютно все договоренности между США и Россией. Вернее, условия заключения мирной сделки совершенно понятны. Россия очертила свои линии, да, объяснила, на каких условиях она готова выйти из этого конфликта. Соединенные Штаты понимают, что продолжение этого конфликта им совершенно невыгодно. Единственное, кто за это цепляется, опять-таки, Соединенные Штаты. Давайте говорить, администрация Трампа и элита, которые его поддерживают, видят другой приоритет собственного развития. И он как раз лежит в рамках договоренностей, которые достигнуты в Анкоридже, и которые системно продолжает обсуждать Дмитриев и часть экономических элит Соединенных Штатов, ориентирующихся на Трампа. То есть они обсуждают то, что мы еще услышим, независимо, я уверен, от того, закончится ли конфликт в Украине или нет, перед Трампом, перед выборами промежуточными выборами в Конгресс. Я думаю, Соединенные Штаты и Российская Федерация объявят о масштабном пакете подписанных соглашений, да, совместных разработок. Вот все то, что сейчас дополировывается участниками этого процесса. С Украиной все понятно. И ответственность за завершение конфликта, политическая его часть, лежит исключительно на Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки, да, понимая свою ответственность, будут предпринимать определенные действия. Мешать им будут, опять-таки, Соединенные Штаты. Я сейчас говорю с точки зрения правящей администрации Дональда Трампа. Мешать ему будут демократы, мешать ему будут глобалисты, мешать ему будут сторонники старого однополярного мира, те, которые научились на нем зарабатывать, управлять, которых все устраивает и с точки зрения банковского сектора, и поделенного энергетического рынка, да, и формирования новой логистики, которая сформировалась в связи с введением новых санкций, которые не хотят это отменять, которые не хотят переходить к другим договоренностям. Но, еще раз, это внутривидовая борьба и внутренняя конкуренция. То, что Соединенным Штатам однозначно придется решать вопрос через НАБУ, САП, через внутренние какие-то инструменты, да, через давление на Европу и лишение украинского режима Зеленского финансирования, это тоже однозначный факт. И играть они будут на многих досках. И мы иногда с вами в беседах и даже во время интервью немножко упрощаем ситуацию для того, чтобы она была более лаконичной, да, и понятной нашим зрителям. Но ведь это все взаимосвязанные процессы. И война на Ближнем Востоке, и ограничение контроля Ормуза, да, и процессы, которые парализуют нормальную добычу и доставки с региона Ближнего Востока нефтепродуктов по всему миру, это тоже управляемые процессы. И то есть Трамп может продолжить блокировать, и Иран может тоже продолжить играть в эту игру для того, чтобы склонить Европу, да, на решение своих внутренних вопросов, выключение из геополитических процессов, в том числе и через помощь Украине. То есть это, это сеанс одновременной игры. Помните, как когда-то говорил Остап Бендер, да, на многих досках. Поэтому, друзья мои, процессы сложные, они взаимосвязаны, но они все равно идут в рамках той стратегии, которую мы с вами неоднократно обсуждали. Да? Формируется
новые полюса влияния, происходит перераздел сфер влияния, старые механизмы сопротивляются. Войны, которые будут происходить, это связанные процессы, они являются катализатором, который будет так или иначе формировать и внедрять в жизнь ту стратегию, которая обсуждена в треугольнике Вашингтон, Москва, Пекин. И если даже иногда вам кажется, что что-то глобально меняется в связи там, с выборами в Венгрии, ну, поверьте, это эмоции, это информационный мусор, который набрасывают сейчас, да, там представители украинской поддержки украинского режима Зеленского, да, его инструменты, глобалисты, их СМИ, да, которые создают вот этот фон какой-то глобальной победы и переломного момента. Друзья мои, Трамп президент, он остается президентом, даже если он проиграет промежуточные выборы в Конгресс, а их проигрывали все президенты, кроме двух в истории Соединенных Штатов, за всю их историю существования, да, но они же после этого не теряли свою силу, возможности, да, и влияние, да, где-то были чуть более ограничены, но тем не менее у них достаточное количество рычагов и срока у Трампа для того, чтобы внедрять эту политику в жизнь. И она будет продолжаться. Да? Также есть запас и у Владимира Путина, и у Си Цзиньпиня, да, по сроку. То есть они все плюс-минус имеют достаточную временную фору, чтобы эти процессы финализировать. А финализируются они, я напомню, я вам говорил, да, формированием новых международных институтов, таких как когда-то Совет Безопасности ООН, да, МВФ, которые являлись мерами обеспечения и поддержания Ялтинско-Потсдамских соглашений, да, и того мирового порядка, к которому пришли все государства по итогам Второй мировой войны. Вот сейчас, по сути, происходит Третья мировая. Да? Ну, посмотрите, сколько сил втянуто в конфликты, да? Сколько государств и сколько региональных конфликтов, да, по сути, поглотили, ну, эта цепь военных действий. Еще раз говорю, не последний. Еще раз говорю, чем больше будет сопротивления старого новому, да, тем больше будет конфликтов, тем ближе мы будем подходить к Карибскому кризису 2.0, потому что в нем не заинтересован, по сути, никто, но это может стать отправной точкой для финализации всех достигнутых уже между мировыми лидерами договоренностей. Поэтому, друзья мои, еще раз, да, не упрощая и не усложняя, мы движемся в рамках той стратегии, которую с вами обсуждали. И эти события, их ни в коем случае не отрицать. Ну так а где в этой стратегии, в этом пути, если брать дорогу конкретно Украины, выборы? В этом же интервью Буданова спросили, а вы хотите баллотироваться? Он говорит, интересный вопрос, следующий вопрос, пожалуйста. Ну как бы давая интригу напускного какого-то, скажем так, флера загадочности вокруг своей персоны и той информационной роли, которую он там отыгрывает сейчас. Саш, вот давайте представим, что у нас у каждого есть собственные источники, да, есть свои инсайды. Перед тем, как Буданов был назначен главой администрации президента, он имел, естественно, неоднократно беседу и с Аллой Борисовной, Андреем Борисовичем Ермаковым, и с Зеленским. И, как вы понимаете, прийти туда и заниматься самостоятельной политической карьерой в условиях диктатуры, которую установил Зеленский в Украине при помощи европейских государств, глобалистов, да, война дала ему на это индульгенцию, ну просто невозможно. Да? Буданов винтик, Буданова начальником ГУРа сделал Зеленский, да, потому что он был соседом мужа его доверенного лица, да. После этого, естественно, он его сделал главой администрации, и сейчас мы наблюдаем серию интервью, которые начал давать Буданов. Да? Мы же понимаем, что это все происходит с разрешения. Вы вспомните, Ким, губернатор Николаевской области, да, в какой-то момент начал достаточно резко набирать популярность, и его мгновенно выключили из информационного пространства. Да? Залужный начал приобретать популярность, его мгновенно выгнали за пределы государства. То есть у Зеленского есть все возможности в руках умножить на ноль, как говорил Геннадий
Адольфович Кернес, да, любого персонажа в стране. И Буданов не исключение. И если Буданову уделено такое огромное внимание, вот я, конечно, я просто поражался с этих кадров, как вот с мамкиного пирожка стирают святую воду, да, прямо так вот, как бы еще сделали. Конечно, колхозная избирательная компания, да, но она на лицо. На лицо, как хотите назовите, да, смешно. Видно, как деградирует, конечно, все в Украине, но тем не менее вызывает улыбку. И еще раз говорю, это управляемые процессы. Владимир Александрович, наверное, зачем-то это делает. Вполне возможно, будет объединенная партия, я не знаю, там, Буданова вместе с Азовом, да, еще с кем-то, чтобы каким-то образом оттянуть голоса у Залужного. В общем, так или иначе, Зеленский понимает, что если его таки додавят, да, то выборы в этом уравнении неизбежный процесс. То бишь смена власти в Украине, смена курса Украины – это одно из требований, я думаю, которое выставляла Россия в Анкоридже, и которое устраивает Соединенные Штаты, потому что они плевать хотели на Украину, да, и Украина их никогда не интересовала. А в глобальном восприятии мира, да, Украина всю жизнь была частью Российской империи, Советского Союза, да, и только в новейшей истории там мы имеем 30 лет независимости. Да, до этого это составная часть их извечного врага, поэтому вызывать какое-то чувство сострадания там или еще чего-то не может. Для Европы и глобалистов Украина сейчас, конечно, самая боеспособная буферная зона, да, в которой огромное количество обученного персонала, готового воевать, умирать, привыкшего уже к этому, да, где сформированы нечеловеческие, антиконституционные механизмы мобилизации, да, на что сытая демократическая Европа пойти не может. Поэтому у нее есть выгода в Украине, и Зеленский это прекрасно монетизирует. Вот. А у Трампа с Путиным, я думаю, совершенно другое видение, совершенно другие договоренности. Еще раз повторюсь, перед выборами мы о них, безусловно, услышим. А то, что додавливать будут Украину, и Зеленский сейчас создает многоэшелонированную политическую систему, которая будет заходить, а потом образовывать с ним большинство, это очередной обман украинских граждан и попытка Буданова, да, там, накануне нашего православного праздника сыграть на том, что не надо УПЦ называть МП, это неправильно. Но, друзья мои, а что он 4 года молчал? Вернее, чего он молчал все почти 7 лет правления Зеленского? Почему только сейчас? Да, потому что, скорее всего, все понимают, что денег от Европейского Союза в достаточном количестве не будет. Соединенные Штаты, скорее всего, выйдут из конфликта, систем вооружения будет не хватать. Придется идти на компромисс с Российской Федерацией, а значит, придется в том числе проводить и выборы, проводить референдумы, и, соответственно, нужно готовить плацдарм для того, чтобы он потом обеспечил безопасность, да, всем посипакам Зеленского, самому Зеленскому, его капиталам. Хотя, я думаю, он видит свое будущее за пределами нашей страны. Вполне возможно, может быть, у него в планах войти в какие-то международные организации, я не знаю, там Европарламент, понятия не. Вот сейчас говорю в порядке бреда, да, и оставить Украину там на Буданова или еще на кого-то более управляемого. Жизнь покажет. Друзья мои, нам главное понимать, что обмануть нас все равно не получится. Мы будем акцентировать на это внимание. Оставлять военных у власти нельзя, потому что это продолжение войны, да, это форма их существования, мышления, менталитета. Нам нужно восстанавливать свою страну, нам нужно возвращать свою родину к истокам развития, да, нужно находить максимальные способы для того, чтобы привлечь инвестиции, создать рабочие места, вернуть верховенство права, сделать безопасным жизнедеятельность для наших граждан, чтобы они, те, кто до конца не ассимилировал в Европе, все-таки смогли вернуться, да, и сохранить нас как нацию, как народ, как государство, потому что вот если это не произойдет, действительно будет пирова победа, и Украина превратится, ну, во-первых, ее разделят, да, а то, что от нее останется, будет буферной зоной между двумя большими союзами. Вы Чего бы очень не хотелось. Нет, вы правда думаете, что
Ну вот я просто когда смотрел, там Буданов с женой, Зеленский с женой, они там на двоих поздравляли украинцев. Это прям интересно было, как в детском садике, знаете, строчка раз, строчка два, мальчик, девочка. А, правда думаете, что Зеленский прям будет переизбираться? Вот прям переизбираться. Прям как-то, знаете, это все становится каким-то анекдотом. Потому что мы-то с ним давно, ну, украинцы имеется в виду, уже вроде как все понятно про него. Так а чем удивлять? Куда заходить? Понятно, что для него это какой-то такой элемент безопасности, безусловно. Там, этот статус президента дает ему право, ну, например, там, вот показывают, например, Шефира с Ахметовым, да, на футболе. И все таки о, Шефир с Ахметовым, представляете? Событие в чем заключается? В том, что Ахметов сказал, я не приду на футбол, на игры своей команды до тех пор, пока Донбасс-арена, ну, опять не будет там играть Шахтер. И все говорят, вот, он нарушил свое слово, но он долго ждал. А тут Шефир, ой, так это ж близкий друг, понимаете? И вот это вот, а все, такое ощущение, что нам плюют все в глаза. Понимаете? Какой-то, вот начиная с таких высоких вещей, да, олигархов и Шефира, который был первым помощником долгое время Зеленского, ровно для того, чтобы с олигархами работать. Вот начиная с этого верха, начиная с низкого пропагандистского, у его цепного пса, этого Петрова, да, очередная бронь. Иванова засунули к Карасю, ну, он, понятно, не на передовой, да, ну, там где-то воюет. Так же, как и Карась, ездит по всем на свете. А Петров, у него там дом, сад, огород, какой-то вот, в общем, есть подразделение, типа какой-то телеканал, да, ну, но бронь есть. То есть и нам вот и в глобальном масштабе все как бы так делают покерфейс и говорят, что так и надо. И в мелочном узком масштабе. Но вместе с этим мужиков хватают, вырывают из домов и вот как бы давай защищай вот эту страну. Защищать что? Чтобы Шефир терся у Ахметова, получается, и брони раздавали направо-налево, кому не попадя. То есть абсолютно я не понимаю, как будет переизбираться Зеленский, насколько это возможно. Саш, вы задели такой пласт вопросов огромный. Давайте начнем с одного, да, с первого, вернее. Как будет переизбираться Зеленский? Во-первых, Зеленский устроил диктатуру в государстве. У него полная монополия на средства массовой информации, у него полное опирание на штыки тех, кто является его подельниками, да, и выгодополучателями продолжения войны. Ведь на самом деле именно военные стали новой элитой, ТЦК, МСЭКи, военные, да, они заработали себе новое состояние, и так или иначе это новая финансовая элита. Да? Может ли она существовать без опоры на старую? Не может, потому что старая контролирует средства производства, контролирует, да, кровь экономики, энергетику и так далее и тому подобное. Я бы не стал нападать на Ахметова из-за того, что он говорил, когда будет освобожден, тогда выйду на первый матч. Насколько я понимаю, в Румынии он поехал на похороны, да, тренера и своего друга Мирча Луческо, да, если я правильно фамилию его назвал. И там, соответственно, просто совпало, пошел на матч. Но я думаю, тут больше было человеческое, да, чем что-то. То, что рядом с ним был Шефир, кошелек Зеленского, да, его финансовый директор, да, его многолетний партнер, да, но это симптоматично, почему они попали в объективы и так поступили неосторожно, не знаю, но я так понимаю, что это коммуникатор между Ахметовым и Зеленским, да, на сегодняшний день, и, наверное, есть какая-то тесная связь, потому что выделяются колоссальные деньги на восстановление энергетики и на ее защиту, да, и так или иначе, согласитесь, вопрос жизнеобеспечения для украинцев стоял особо остро, и они не могут не находиться в коммуникации, поскольку напомню, что тепловую генерацию 70 ее процентов, да, по сути, контролирует ДТЭК, который принадлежит Ахметову, и тут тоже в этой коммуникации ничего удивительного нет. Поэтому, Саш, вот для меня на самом деле то, что происходит, все понятно. То, что
на людей уже перестали оглядываться и просто плюют им в лицо, так это тоже очевидно. А чего на них оглядываться? Смотрите, что им на голову не наденут, они все воспринимают, да. Ну, тут часто люди, которые не понимают, что происходит в Украине, говорят, вот, почему они не выходят. Тогда не выходят, потому что их просто убьют. Совершенно понятно, что выйти могут только те, кто имеет крышу 7 посольств, да, европейских государств, Соединенных Штатов Америки. Это грантоеды, это люди, которые финансируются международным так называемым сообществом, да, которые получают поддержку дипломатических ведомств, государств, от которых зависит, да, финансирование украинского конфликта. Вот они в безопасности. А если выйдут обычные мужики, которых ловят и отправляют на фронт, или, не дай бог, их жены, матери, власть будет говорить, что это очередной план «Шатун», что это вмешательство Российской Федерации, что это какие-то провокаторы в воюющей стране, которые хотят сейчас за счет расшатывания внутренней ситуации дестабилизировать ситуацию в Украине, привести к победе России. Но мы же это наблюдали. Это же не меняется последние 10 лет, и началось еще с Порошенко, да, когда он сливал там почту плана Шатуна и так далее и тому подобное. Поэтому, а чего им бояться? Они финансируют Азов, они финансируют Белецкого, да, они финансируют Третью штурмовую. У них есть опричники, которые их защищают. Вы что, придете с них спросите? Кто спросит? Вас встретят автоматной очередью, поэтому им больше нечего бояться и нечего стесняться. А составляющие выборов, я всегда говорил, да, это персона, это лидер, это деньги, это средства массовой информации. Все это сейчас сконцентрировано в одних руках, и достаточно времени для того, чтобы Зеленский надеялся на то, что он может одержать эту победу. Единственное, кто ему может не позволить это сделать, это в первую очередь Соединенные Штаты, да, и это доноры. Почему я выступал и предлагал, да, механизм формирования временного переходного правительства, которое будут формировать страны гаранты безопасности и страны-доноры, потому что только так можно будет восстановить и жизнедеятельность, и верховенство права, и демократию в хорошем смысле этого слова, не в ругательном, да, в котором это применяют Соединенные Штаты, в нашей стране. То есть нужен будет переходной период, когда мы уберем все эти крючки и гвозди, которые поназабивали Ермак с Зеленским. Ермак, что ли, куда-то делся? На фронт пошел, как обещал, да, больше не влияет на принятие решений. Скажите мне, а, Саша, вы знаете хоть одного человека, которого назначил Буданов взамен людей Ермака? Вот, может, там громкие смены начальников управления произошли в администрации президента. Может быть, в каких-то институциях власти пришли люди Буданова. Нет, ни одного. Еще раз, это петрушка Зеленского, надетая на руке Ермака, с очень колхозным, сельским. Друзья мои, ну я такой сельской избирательной кампании еще не видел. Но это тоже о чем говорит? Смотрите, то, что продакшн 95-го квартала один из лучших, да, в стране или в мире, я думаю, с этим спорить никто не будет. Значит, они видят таким образом украинцев, которым позволят голосовать, что им нужны вот такие вот кандидаты, как Это да. посмотрите, вот, возле Лавры, ну это же просто катастрофа. Просто катастрофа. Друзья, стыд, испанский стыд. Но это наша объективная реальность. Я не думаю, что они ошибаются. Я думаю, они представляют себе вот такое среднее лицо избирателя, оставшегося в Украине. Думаю, тем, кто находится за пределами государства, они дадут очень ограниченную возможность, да, волеизъявления, поскольку контролировать это не могут. Если сейчас еще европейские государства начнут не выплачивать пособия, а возвращать в мобилизационный резерв Украины мужское население, да, настроения резко поизменятся, да, в том числе и тех, кто ратовал за продолжение войны, там, границы 91 года, получая пособия в Европейском Союзе, и живя на эти пособия лучше, чем в Украине, да, сейчас настроение может очень сильно поменяться. И, соответственно, Зеленский тоже будет ориентироваться, в том числе и когда с ЦИКом будут определять, какие регионы и какие государства будут принимать участие в избирательной кампании. Я считаю, что все граждане Украины равны в своих правах.
И я считаю, если Соединенные Штаты действительно хотят устойчивого мира в Украине, голос должны получить все, в том числе и граждане, которые находятся на неконтролируемых Украиной территориях, находятся на территории Российской Федерации, в том числе, потому что это граждане Украины. По Конституции у них такие же права, как и у граждан, которые находятся в Венгрии, в Польше, еще в каких-то государствах. Просто Зеленский понимает, как точно проголосуют эти граждане. И под любым предлогом будет рассказывать, почему им голосовать нельзя. Хотя, поверьте, многие граждане, которые оказались в России, не выбирали. Многие проснулись уже, когда фронт прошел через них. Я знаю многих харьковчан, которые оказались в Российской Федерации, да, потому что возвращаться в Украину можно было только через линию фронта. Да. 24 февраля они проснулись уже на неконтролируемых территориях. Двигаться можно было только в сторону России дальше. И таких много. И таких же много, как, и посчитайте, и Крым, и Донбасс, и часть Херсонской, и часть Запорожской областей, да, теперь и Сумской, и Днепропетровской. В чем виноваты эти граждане? В том, что Зеленский не смог не допустить войны, не смог их защитить, да, дал возможность потерять эти территории. По сути, это же его вина, но виноваты будут граждане. Поэтому Буданова вам, всем остальным. Вот так вас видит Владимир Александрович. Вот это ваш новый папа. Еще раз пересмотрите. Испанский стыд, честно. Евгений Мураев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Удачи. Друзья, подписывайтесь на Мураева, подписывайтесь на мой канал. Все ссылки в описании к этому видео. Спасибо, что посмотрели. Напишите в комментариях, что думаете, с чем согласны, с чем не очень, а с тем категорически против. Добра и света в любом случае каждому. Увидимся.